3 weeks later. Всем привет, это Джина. Сегодня решила снять превьюшку в таком виде. Посмотрим на ваш отклик, как вам понравится больше. Просто видео или когда моя мочка появляется в кадре. Сегодня будет видео про жнецов. Приятного просмотра. В планах у меня еще в ближайшее время видео про мухоловку, которая у меня живет, и про заселение компонотусов в формикаре с Алиэкспресс. Вот. Я очень извиняюсь за то, что видео выходит вот так редко, но, дофига работы, я ничего не успеваю. Вот. Но я всегда успеваю заглянуть и почитать ваши комментарии. Вот. Так что пишите, давайте пообщаемся, будет очень приятно. Все, приятного просмотра. Привет от Джины из прошлого. На момент съемки 6 февраля. И в этом видео я собираюсь убрать импровизированную заслонку из ватного тампона, перекрывающую доступ во вторую часть формикария моих жнецов. Так как они достаточно расплодились, то я надеюсь, что они заселят все камеры. Кстати, заслонку между гнездом и ареной, так же как и наружную слева, мне пришлось приклеить, так как в один прекрасный момент они ее открыли. Дело в том, что во время кормежки я плохо придавила личинку знахаря, и когда они уже начали заносить ее в свои апартаменты, она начала дико извиваться, ну и, собственно, своими фрикциями приподняла задвижку. Вот, таким образом появился просвет для выхода наружу. Я это вовремя заметила и решила сразу принять вот такие меры. Ну и как говорил известный пингвин, здесь нам поможет скотч. В общем, на скотч приклеила. И вот мы уже видим, как первый смельчак разведывает новые территории. Сперва осторожно, но вот он уже идет сообщать остальным вести с полей. Типа, вон, видите? Такой типа, эй, прикинь, что я там нашел, надо всем рассказать. Вот эти семена мака, которые лежат, это они туда натаскали, когда я их только заселила. Вот они пару семян туда натаскали и все, и забросили. Сейчас вот рабочий пошел, всем сообщил, и они вот начали уже после этого кучковаться, всей толпой туда ходить, разведывать. И вот эти семечки они начали перетаскивать в общую камеру. Так выглядит амбар с семенами. Можете посмотреть под увеличением. Очень-очень интересно мне было разглядывать. Для их хранения муравьи всегда выбирают самые сухие камеры, чтобы они не прорастали. Питание семенами требует от муравьев специальных приспособлений. В их слюне содержатся ферменты амилазы, которые расщепляют крахмал. Для начала они семена относят во влажную камеру для набухания. Затем крупные рабочие пережевывают зерна, размалывают их в тонкую муку. У жнецов вообще очень мощные жевала и жевательная мускулатура, поэтому для них это не составляет труда. Пережеванные и смоченные слюной семена превращаются в такую кашу, и уже эту кашу они и едят, а также кормят личинок ей. В самых крупных гнездах жнецов можно обнаружить до 1-2 килограммов семян, представляете? Я, например, с самого заселения жнецов в ферму, как они ко мне пришли, я им как насыпала горстку семян, считаю вот эту полную кормушку, больше я им не подсыпала. Я не представляю, какого размера должна быть колония, чтобы там
такое огромное количество килограмм 2 они запасали на зиму зерен. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Чтобы видео не получилось долгим, я снова разделю его на 2 части. Вы офигеете от того, что произошло во второй. Ну, не прям там что-то такое сверх, но кое-что необычное. Уже заинтригован? Тогда подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хочу еще отдельно поблагодарить тех, кто оставляет комментарии, пишет слова поддержки. Мне это очень приятно, и это меня прям мотивирует. Отдельное вам спасибо. Досмотрели видео до конца? Вы же мои хорошие. Для вас открою секрет. На канале есть ссылка на мой инстаграм. Подписывайтесь.